В Минске возбудили уголовное дело о нарушении равноправия граждан, но не в отношении преступников режима, как хотелось бы ожидать, а на владелицу арендного жилья, которая решила расторгнуть договор со своей нанимательницей, прокурорским работником. Как правило, подобные конфликты либо решаются гражданским судом, либо вовсе не доходят до разбирательств. Однако очевидно, что в этом случае личность так называемой пострадавшей сыграла главную роль. По сообщению Генпрокуратуры, арендодательница поддалась деструктивному воздействию телеграм-каналов и нарушила права, свободы и законные интересы своей съемщицы, исключительно в связи с ее должностью. К слову, роль пострадавшей изображает Алина Касьянчик, выступавшая гособвинителем по делу журналисток Белсата Дарьи Чульцовой и Екатерины Андреевой, которые получили по 2 года лишения свободы. Кроме того, Касьянчик представляла обвинение по делу о надписи «Не забудем» на месте убийства Александра Трайковского. Теперь за вероломное выселение прокурорши из непринадлежащей квартиры 34-летней владелицы жилья грозит до 2 лет лишения свободы. Любопытно, что когда неизвестные в штатском вторгаются в частное жилье, избивают хозяев и громят квартиры, это, по мнению прокуратуры, даже на административное правонарушение не тянет. Что ж, как писал Оруэлл, все животные равны, но некоторые равнее других. Департамент финансовых расследований смело может претендовать на звание второго ГУБОПика. Сотрудники финансовой милиции с такой же частотой и энтузиазмом кошмарят людей, которые выступают против нелегитимного режима. Под их прессинг попали отец и сын Бабарика, сотрудники Тутбай. Сегодня они пришли в квартиру к известному шоумену Денису Дудинскому и его супруге Катерине Раецкой. Формальным поводом для визита незваных гостей стали некие проверочные мероприятия по вопросам налогообложения. По крайней мере, так вторжение в частное жилье прокомментировала пресс-служба Комитета госконтроля. По информации соседей Дудинского, силовики внимательно осмотрели квартиру и вынесли оттуда ноутбуки, телефоны, а также некие документы. В свою очередь, Денис утверждал, что по налогам никаких задолженностей не имеет. После первого обыска супругов везли на их вторую квартиру, и они перестали выходить на связь. Впрочем, одной парой известных людей силовики решили не ограничиваться и, что называется, пошли в разнос. В минскую квартиру солиста группы «Закон звука» Алексея Кузьмина сегодня также пришли с обыском. Видимо, у Лукашенко уже сильно сдают нервы, и в ожидании неминуемого скорого конца он намерен подпортить жизнь каждому ненавистному змагару. Политзаключенного Степана Латыпова, который вчера во время судебного заседания воткнул себе ручку в горло, перед этим сообщив об истязаниях в пресс-хате, сегодня перевели из больницы в СИЗО Новодарского. На процессе мужчина успел предупредить своего отца, что его тоже могут задержать и пытать. Важно отметить, что Латыпов, судя по всему, еще несколько недель назад пытался рассказать о происходящем в СИЗО. Но так как все письма заключенных проходят цензуру, свое послание Степан писал иносказательно в виде рассказа о себе в детском садике. Примечательно фрагмент письма, в котором заключенный говорит о нарушении режима, из-за чего воспитателю угрожало зашить ему рот. Судя по всему, таким образом мужчина описывал происходящее с ним в пресс-хате. Помещение в СИЗО, где из заключенных выбивают признательные показания. Письмо Степана обрывается на полусловие. Очевидно, цензоры все же распознали намеки и решили уничтожить наиболее красноречивую часть послания. Напомним, что политзаключенному жителю площади Перемен вменяют сразу несколько уголовных статей – от мошенничества до организации протестов. По ним Степану грозит до 5 лет лишения свободы. Праздник в честь Дня защиты детей Минской Грушевки был омрачен приходом милиции. В детский сад «Ежевика» были приглашены аниматоры с мыльными пузырями, чтобы устроить детям представление. Однако вскоре на детскую площадку, где проходило празднование, приехали 2 экипажа департамента охраны и 2 неизвестных, которые схватили мужа девушки-аниматора и увезли в московское РУВД для привлечения к ответственности за якобы нарушение закона о массовых мероприятиях. Причиной этому послужили БЧБ-ленточки во дворе, к которым ни аниматоры, ни детский сад не имеют никакого отношения. Данный инцидент лишний раз доказывает, что в нашей стране для привлечения к ответственности достаточно не делать ничего. Адвокат Романа Протасевича поделилась подробностями встречи со своим подзащитным. По словам журналистов, в тюрьме его никто не избивает, а синяк на его лице он поставил себе сам. Просто устал и прислонился лбом к стене. Однако в данную версию родители и знакомые Романа не верят. В свою очередь, Генпрокуратура Луганской Народной Республики возбудила в отношении журналиста уголовное дело по факту его участия в боевых действиях на Донбассе и выразила желание допросить его лично. В ответ на это Лукашенко пригласил боевиков с самопровозглашенной республики в
в Минск, подчеркнув, что Беларусь не станет препятствовать их расследованию. Важно отметить, что ЛНР – это непризнанное государственное образование на востоке Украины. В ходе ожесточенных боев с сепаратистами на Донбассе за эту территорию погибло по меньшей мере 14 тысяч человек, включая военнослужащих Украины и жертв среди гражданского населения. И вот таких агрессоров нелегитимно и спокойно приглашает в нашу страну для допроса Романа Протасевича. Впрочем, ничего удивительного, отличий преступников из ГУБОПИК от боевиков ЛНР уже давно не существует. Вчера стало известно о том, что тело 18-летнего подростка Дмитрия Стаховского, который 26 мая спрыгнул с Минской высотки в Уручье, кремировали. Причем сделали это тайно, ничего не сообщив его друзьям и знакомым. По информации правозащитного центра «Весна», в колледже легкой промышленности и комплексной логистики, где учился Дима, пришли в класс представители администрации, выбрали 10 учеников, заставили сдать телефоны и увезли на кремацию, ничего никому не объяснив. Напомним, что подросток проходил по уголовному делу о массовых беспорядках. Перед тем, как покончить жизнь самоубийством, он опубликовал в соцсетях предсмертную записку, в которой обвинил в своей смерти Следственный комитет. История вызвала огромный резонанс среди белорусов, и, видимо, чтобы избежать большого количества людей на похоронах, о кремации парня никому не сообщили. Вчера народный лидер Светлана Тихановская встретилась с американскими сенаторами. Мероприятие проходило в Вильнюсском аэропорту, куда политики из штатов прибыли, чтобы задекларировать поддержку белорусскому народу. В ходе встречи Светлана Тихановская поблагодарила американскую сторону за принятие акта о демократии в Беларуси, предусматривающим поддержку независимых СМИ и гражданского общества, а также обсудила с сенаторами атаки на белорусские медиа и журналистов. Американские политики подчеркнули, что в настоящее время Лукашенко стал угрозой не только национальной, но и международной безопасности, и в этой связи США готовы перейти от заявлений к решительным действиям. В частности, речь идет о секторальных санкциях, которые способны остановить произвол режима. Светлана Тихановская получила приглашение посетить в июне Вашингтон и выступить в Комитете по иностранным делам. В свою очередь, народный лидер отметила важность встречи Джо Байдена с Путиным после саммита Большой Семерки и предложила подготовить к ней позицию белорусских демократических сил. И это все на сегодня. Не забывайте подписываться, ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. До встречи завтра и живи Беларусь!